Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости, подписчики моего канала. Как говорится, мир, труд, май, 1 мая, пятница. Говорим со Снежаной Егоровой. Снежана, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Знаете, вы так сказали «Мир, труд, май». И я вдруг вспомнила детскую, знаете, такая была речевочка. 1 мая, курочка хромая, петушок инвалид, у него ножка болит. Капец. Но, с другой стороны, все-таки сегодня праздник, хочется немножко хотя бы позитивных эмоций, поэтому, друзья, вам хорошего настроения. Трудящиеся и пролетарии всех стран, объединяйтесь. Помните о том, что наши деды и отцы воевали против эксплуататоров и олигархов, и, соответственно, всем людям мира и добра, и всем людям, которые трудятся честно, я желаю успехов, удачи, Божьего благословения, хорошего настроения. И, как говорится, будем бороться за мир, взявшись за руки общими усилиями. Ну, вы знаете, эта борьба, знаете, вот такая достаточно, какая-то зеленая доздроперма накрыла, собственно, страну, и мы видим Зеленского, который говорит, вот, я там согласовываю удары, бьем там Пермь, Туапсе, вот это вот все. О переговорах никаких речи, собственно, не идет. Тут выпустили подалека недавно, тут вообще говорит, все, ну, как бы, не то что на паузе, а все просто заглохло, и вообще вот начинает рассуждать в его стиле, по-далековском, да, о том, что вот, там, Путину надо вот перемалывать людей, он не остановится, а вот мы уничтожаем. В общем, риторика исключительно воинственная. Но дедлайны-то тикают, и разговор Путина и Трампа, и формулировка, что сделка близка от Трампа, она укладывается в те дедлайны, которые мы имели по принуждению Зеленского к непопулярному миру. Ну, это вот имеется в виду этот месяц, который начался, май, июнь, там куча праздников у Трампа, и День Америки, и день рождения. И если так посмотреть на происходящее, то, ну, как бы сколько веревочки не виться, должен же быть какой-то конец. Вместе с этим мы обсуждаем пленки Миндича как особый вид унижения украинцев, особый вид унижения, потому что то, как они говорят, о чем они говорят, нам вскрывает то самое, про Вову и Андрея, что знали все, но теперь, ну если там только догадывались, теперь, в принципе, мы понимаем, как дела делаются. Скажите, пожалуйста, вот этот, как бы, спурт новых пленок вместе с этим дедлайном войдут в резонанс, колебания, принесут какие-то изменения, нанесут ли какой-то удар по Зеленскому? Уж больно он себя чувствует вольготно, даже общаясь с Трампом. Тут даже европейская пресса пишет, что напряжение и в Европе возрастает. Он садится на голову, и европейцы говорят, держи рот на замке. Financial Times сегодня написала. Есть ли этот предел вот этой наглости? В мае его увидим? Есть у музыки начало, нет у музыки конца, Саша, как известно. Ну, что вам сказать? Я не думаю, что в мае мы увидим какой-то предел, финал или какой-то апофеоз. Но в любом случае майские вот эти праздники, я думаю, что парад Победы на Красной площади, очередная, скажем так, порция воспоминаний о подвигах наших дедов и отцов, он, конечно, возымеет свое действие на определенную аудиторию. Я в данном случае полагаюсь на людей, которые еще помнят подвиги своих дедов и отцов, постсоветское пространство, честных вот этих людей-пролетариев, которые попали в силу определенных обстоятельств вот в эти, скажем так, информационные жернова. То есть вы же понимаете, Саша, что люди, которые, например, не работают с информацией ежедневно, как, например, вы это делаете, как я это делаю, то есть люди, которые все время находятся, знаете, вот в этом информационном потоке и все время как лакмусовая бумажка проверяют на соответствие и на реальность любую информацию, которая поступает, да. Эти люди, они живут там своей какой-то жизнью. Сейчас очень многие решают какие-то свои там бытовые насущные проблемы. И им некогда задуматься, кто там прав, кто виноват, что происходит и вообще как им к этому всему относиться. Большинство, конечно, они опираются на какой-то там поток, которому они доверяют, или куда они там уже встряли, как говорится, и что-то другое, альтернативное, то есть они не занимаются вот этими сравнительными характеристиками. Но
Спустя 4 года, уже больше 4 лет, 5 лет, спустя вот эти все обстоятельства, когда люди понимают, что Зеленский продлевает военное положение насильственным путем, понимают, что им рассказывают, что будут воевать все, и в том числе женщины, понимают, что типа наши деды и отцы за 4 года справились до Берлина, дошли и водрузили флаг победы над Рейхстагом, а у нас, как говорится, непонятно что и непонятно как, и непонятно, когда закончится. И плюс вылетают эти пленки Миндича, когда мы с вами говорили, что это преступная группировка, которая засела на Банковой, грабит людей во время войны и наживается на крови. Люди нам, значит, рассказывали, что вы врете, вы все врете. Нам, значит, на зеленом шмарафоне такого не рассказывают, поэтому такого нет. Но сейчас, я думаю, постепенно это все будет открываться. Все будут понимать, кто сидит на Банковой, вот уже 7-й год, без выборов, узурпировал власть, как он наживается на войне, как он живет за счет народа, когда людям не хватает вообще на еду, когда у них отбирают школы, больницы, вообще и нормальную жизнь, когда их изгнали из собственной страны, и непонятно, смогут ли они туда вернуться, как Володенька пилит, распиливает со своими дружканами миллионы, миллиарды. Почему, например, Мишка Подоляк выплыл? Сколько ему предположительно заплатили за то, чтобы он рассказал, что типа война не закончится, и будем воевать все и до конца? То есть народ воюет уже до конца. Очень многие лежат в гробу и, как говорится, уже видят это все с высоты, как говорится, небес. А все остальные мучаются, вот эти рабы в этом концлагере, а Вова нормально себя чухает. При этом, понимаете, Европа, которая ему рассказывает: Вовочка, закрой свой ротик и держи его на замке, пусть они сначала вспомнят, как они ему этот ротик раскрывали, как они ему аплодировали, как за каждую глупость, написанную на промптере, которую он зачитал, они вставали стоя и кричали: великий наш великий, ужасный наш ужасный, мы будем тебя поддерживать. Пусть они предъявят какую-то претензию, например, тому же Мерцу, который говорит, что мы должны поддержать смелый украинский народ, который будет воевать до конца. А они спросили у смелого украинского народа, который прячется вообще во все щели, какие только возможно, будет ли он воевать до конца. Конечно же, Саша, постепенно... Где конец? Вот понимаете, вот тут же я с этого и начал вопрос. Непонятно, где конец. Да, тут рассказывают нам, как бы, Карл, который третий, который съездил в Америку к Трампу, да, на 3 дня. Классно, то есть Конгресс встает, он говорит, вот, но по сути, а где конец? Где вот это все? Получается, вот я всех фокусировал на том, что вот это будет очень важная и показательная встреча, вот эти 3 дня у Трампа, Карла Третьего, как вот этого представителя, гонца, да, и мы по этой встрече можем понять, собственно, что нас ждет дальше. От меня отмахивались, говорили: да нет, там это все, правда, выглядел как утренник в доме престарелых, да, вот они там то пчелку рассматривали, то какие-то там, как бы, лица делали, то какие-то подколки их старческие о том, что, ой, мы там помним, как жгли Белый дом, а у вас там сейчас ремонт, ну, условно, да, то там про, на каком языке будет говорить Европа, но, по сути, глобально Трампа, пытаются поставить вот в эти рамки, от которых он вырывается. Получилось или нет? И как это вообще связано с вот этими проявлениями внутри, да, ОПГ Зеленского, а это по-другому никак не назовешь. Да, вот мы их увидели вот именно сейчас, под конец определенных сроков, когда нужно принимать какое-то решение. Ну, смотрите, Саша, то, что вы правильно сказали, что это утренник в доме престарелых, понимаете, геронтология, она же имеет свои особенности. Во-первых, как вы знаете, я надеюсь, вы знаете, что в Конгрессе уже идут разборки по поводу того, вменяемый ли Трамп, все ли с ним в порядке, потому что очень многие специалисты в области геронтологии говорят, что у него серьезная прогрессирующая деменция, и как главнокомандующий, который принимает решение о том, начинаться ли войне, воевать ли с Ираном, нажимать ли на какие-то ядерные кнопки, может ли он вообще адекватно отдавать себе отчет в тех решениях, которые он
теоретически может принять, и это может повлиять в дальнейшем на судьбу огромного количества американских граждан. И, как вы знаете, у Хексета были слушания, дебаты, и к нему обращалась, значит, одна из конгрессменов, которая говорила, что у нас есть подозрения, и там она называла целый список людей, которые это постоянно, скажем так, прогревают в информационном американском пространстве. Мы тоже их знаем. Такер Карлсон, Кэндис Оуэнс, там, Алекс Джонс, которые говорят, что Трамп невменяемый. То есть то, что он творит на Ближнем Востоке, то, что он творит с Ираном, и вообще все эти его странные истории и война за Армузский пролив, и то, что он там накапливает сейчас ударный кулак для того, чтобы начать очередные военные действия, видимо, судя по всему, после празднования, значит, американской независимости, после собственного дня рождения, значит, он хочет устроить такую большую, как говорится, победоносную войну. То есть маленькие, непобедоносные он закончил 9 для того, чтобы начать одну большую и победоносную. Конечно же, вы же понимаете прекрасно, что Зеленский, при том, что он вор, он лгун, он убийца и маньяк, он узурпатор вообще, и все, что только можно придумать ужасного в истории человечества, можно ему приписать, но он не клинический идиот. Он же видел Трампа с близкой дистанции, а не через экран телевизора, где его представляют более-менее вменяемым. А как вы знаете, можно дорисовать и дописать. Там музычка, здесь свет, понимаете, здесь переключаются камеры, и вроде как он выглядит нормальным, вырываются из контекста какие-то его слова, дописываются, дорисовываются, и он выглядит адекватным. Но Зеленский-то видел его с близкой дистанции, и, судя по всему, там действительно реальные проблемы у старичка. И, по большому счету, поэтому Зеленский и ведет себя так нагло, потому что он понимает, что в Америке там свои проблемы, их такое количество, и с теми же английской короной, и с тем же корольком. И я думаю, что Зеленский опирается на информацию, которую он получает в британской колонии, вернее, метрополии, как председатель колонии, как говорится. И они, видимо, ему и говорят, что типа: Вова, не бойся, мы контролируем ситуацию, мы все решаем. Королек поедет, там, значит, поизображает, мы там, типа, донесем Трампу информацию, которая нам нужна. Ты делай свое дело, потому что мы контролируем ситуацию по всем фронтам. Только весь вопрос в том, Саша, что старички вот эти, геронтологи, Карлик, значит, Камила его и Дональд Фредович, взявшись за руки, скоро очень могут неожиданно отправиться, как говорится, к своим праотцам. И если мы знаем предположительно, кто займет престол после Карлика, это будет его сын Чарльз, и никто не знает, какую он поведет линию и, собственно, куда глубли повернуться этого королевского кортежа. Потому что одно дело, Зеленский карлика по плечику так помахивает, типа, по-братски, потому что он официальный шут британской короны. Совсем другое дело, как к нему будет относиться его сын Уильям. Я в данном случае перепутала, не Чарльз. Уильям, да? То есть Уильям не приезжает пока что на Украину, в отличие от рыжего Чарльза. Уильям не зачитывает какие-то там, не провозглашает какие-то речи там на вот этих всех сходках Яценюка. То есть мы не знаем, как британская корона под его руководством займет какую позицию. Но мы теоретически хотя бы знаем, что это будет преемственность поколений, и в зависимости от личности главнокомандующего. Я хочу напомнить, что очень многие люди по-прежнему пребывают, знаете, в таких империях, когда им рассказывали долго, а они уверовали, что британская монархия, она такая, знаете, искусственная, она ничего не решает и вообще никакого значения не имеет. Но вообще-то британский король является главнокомандующим вот этого вот всего содружества стран, которые входят, значит, вот в это объединение. А это вам и Канада, и Австралия, и Новая Зеландия. Это огромное количество стран, причем стран Океании. И, соответственно, если уж на то пошло,
то британская корона, если пойдет война, она, в принципе, достаточно мощнее может выглядеть даже, чем сама Америка, которая окружена еще и там всякими Мексиками, Венесуэлами и прочими странами, которые, как водится, еще в 20 веке все имели социалистическое направление, такого были, знаете, более народного толка. Поэтому, по большому счету, о чем они там говорили, старички, кроме того, что они нам хотели показать, как они бабочку рассматривали, я думаю, что они готовятся к войне, к серьезной войне с Ираном. И по большому счету королю, британской короне, все, кто за ним стоит, и всей этой коалиции, которая, соответственно, существует, и Германия, и Франция, и прочее однозначно, они их всасывают в эту коалицию, они хотят держать фронт, и им нужно, решать вопрос, как они будут давить на Россию в момент, когда будет там происходить война. Конечно же, они договариваются, конечно же, эта коалиция формируется. И я уверена, что все кончится тем, что начнется большая война. И на территории Европы, конечно же, полем боя будет Украина прекрасная, где будет воевать европейская коалиция с Россией. И, понятное дело, в Ормузском проливе тоже начнется какая-то заруба военная. Но я даже не представляю, как это все будет выглядеть с учетом того, что там серьезные есть проблемы, именно потому что это будут морские бои. Потому что там, Морские, одно дело авиационные, да. наземная операция, совсем другое дело, если это будет там взятие вот этого острова Харк, понимаете, там какие-то армады и все остальное. Конечно, они будут пытаться использовать вот эти все авиацию, какую-то там тактическое ядерное оружие. Вот, пожалуйста, Саша, Зеленский просто какой-то конченый долбанный черт, которому открывали рот, которому аплодировали, который вот это все запускал. Казалось бы, кто он такой? И все говорили, да кто он такой? А он тот, понимаете, нулевой пациент, это та раковая клетка, которая заразила этим безумием огромное количество людей на вершине. И так как народы себе живут своими делами, там строят дома, рожают детей, лечатся, учатся и думают, что их это не касается, вот сейчас это все обрушится им на голову, и они вдруг осознают, что нельзя тех, кто определяет вектор движения развития твоей страны, политический в том числе, и внешний политический в том числе, нельзя их оставлять без контроля. Потому что когда они начинают делать, кто каждый во что, как говорится, горазд, то вот мы получаем эту войну. Поэтому людям сейчас нужно начинать осознавать, что происходит, и объединяться, потому что вот в этом всем, что будет и грядет, а я уверена, что это будет и грядет, выживут только те люди, которые будут, взявшись за руки с надежными своими, как говорится, собратьями, пытаться выжить в этих ужасных обстоятельствах. Понимаете, тут очень важный момент, да, вот определенный момент истины. Все смеются, вот всем смешно. А кто такой Вова, да? Ну, кто такой Вова? Как забыли вроде бы, как эту, Вова и Андрей. Кто эти люди? И вот эти все такие правдорубы, те, которые говорят, что надо идти до последнего украинца, нужно всем защищать. Выпустили, я думаю, вы помните Шустера, да? У него есть был продюсер его шоу, его «Свободы», Елизаров, он сейчас второй человек по беспилотным системам в воздушных силах Украины. Он вышел с интервью и начал рассказывать, говорит, у нас баллистика будет. Баллистика, та самая, которую Миндич с Умеровым там обсуждали, где чего сколько стоит, какая у нас классная баллистика, дешевая, сейчас будем запускать. И он говорит, будем запускать баллистику, вот уже там месяц-другой, все полетит в этом году уже точно, а по нам будут бить ядерным оружием. Поэтому надо готовиться, надо готовить почву, что там Европа, как будет реагировать, вот и так далее. И говорит об этом абсолютно так спокойно, то есть, он же военный, он же как бы, да, все хорошо у него. И вот тут вот мы смотрим и понимаем, что как бы, да, нас готовят потихоньку, что там тактические ядерные удары, хоть там и эксперты говорят, что они дадут ли что-нибудь. Разрушение они дадут.
и поражение. Разрушение, поражение и смерти. Ну, а так больше ничего, конечно, не дадут. Понимаете, можно отмахиваться от этого всего. Там вот она используется, эта тактическая ядерная бомба для прорыва какого-то, который там на линии фронта по живой силе, а живой силы как бы нет в одном месте, вся она рассредоточена, поэтому это типа ничего не даст. А я говорю, что даст. Ну вот даст. И удары по Ирану дадут, и удары, о которых Елизаров говорит, России по Украине, дадут. Они просто снимут вот эти все запреты, вот эти все какие-то моменты, они сделают войну более смертоносной и, ну, вот ужасной. Ну, вот и все, понимаете? То есть все будет вот так. И вот он так говорит, ну, а те, там по поводу выборов у этого Елизарова спросили, он говорит, да ну как, ну, если человек не воевал, не прошел через фронт, вот пускай 10 лет он не голосует. То есть будут голосовать вот эти, кто воевал. Ну или как, кто останется, или кто номинально имеет военный билет, и там написано, что он воевал. То есть вот эти все товарищи, которые сейчас нам рассказывают из каждого утюга, барбершопные воины, не те, которые сейчас голодают под Купянском, им решили проблему, 14-й бригады сняли руководителя и подбросили заплесневелый хлеб и сухой горох, который они там давятся и заставляют окопы рыть, потому что если не выроешь окоп, ну так тебя снимут тебе деньги, то есть ударят рублем по карточке, по твоей солдатской. То есть, понимаете, и вот они не вряд ли будут голосовать, да, дай бог, чтобы они выжили, да, ну, да, вот эти люди, которые там в тылу ходят и рассказывают Янине Соколовой, как хорошо кушать, как хорошо кормят в армии, да, они вот будут голосовать. Понимаете, мы сейчас не просто, как вы там выражаетесь, катимся в ад, мы катимся по очень определенному четкому сценарию, где предугадать, что будет дальше, прям проще простого. Да, вот после ядерных ударов, после какого-то вот этого замерения, после вот того, каким будет общество украинским, вопрос только возникает. Так а почему на эту тему не говорит, например, Путин, ну, я имею в виду Кремль, да, вот противная сторона по отношению к этому режиму Зеленского? Почему они выбрали себе Трампа-переговорщика и как бы с ним вот это вот и ведут эти все диалоги, контакты о перемирии и прочем? Почему не говорят с украинским народом? Почему с тем же европейским народом не говорят? Ну, я не знаю, я ж не Путин, понимаете, и Путин у меня консультации не просит. Хоть все считают, что именно я позвонила Путину и позвонив, сказала ему, что Вова, давай приходи. Ну вот Вова, там же тоже есть свой Вова, понимаете, только не наш, а какой-то другой. Потому что у того Вовы нет Андрея. У него в лучшем случае Сережа есть, но его зовут Лавров, его фамилия. Поэтому за Путина, конечно, я не ответчица, хотя, в принципе, мне приписывают, что я путинистка ярая, но люди просто не хотят, точнее, нет, им не дают возможности услышать, что я говорю, за какой народ я, скажем так, пытаюсь заступиться, да, и быть адвокатом этих людей, которые сидят в заложниках у этой конченной Банковой, понимаете, простых украинских людей, славян, вот это постсоветское пространство, людей, которые попали в эту переделку, и которые уже ничего не могут сделать, и которых уже 1000 раз обвинили в том, что они сами все это придумали, наколядовали, за Зеленского проголосовали, поэтому они должны сейчас все это отгребать. Хотя мы с вами, Саша, свидетели, что вот это вот голосование за Зеленского, это была последняя надежда народа, вот эти 73%, реальные они были или подтасованные, но люди надеялись, что он действительно принесет мир. То есть это была надежда людей. Это была электоральное, скажем так, сопротивление. Это была фронт, да. Они... Другой вопрос, что они эту надежду отдали в руки черту, и что он обманул надежды этих людей, это уже другой вопрос. Но то, что люди не хотели войны, не хотят ее сейчас, и не хотят воевать, и что вот эта вот мобилизация и насильственная бусификация, она и есть косвенным показателем того, что люди не идут, не стоят в очереди, военкоматы, что их ловят и насильственно туда отправляют, и будут это делать. Но как бы отставим это в сторону. Значит, по поводу
того, куда нас ведут, Саша. Но мы же, как люди, которые работаем в информационном поле, мы же прекрасно понимаем, и об этом говорят уже эксперты в Соединенных Штатах Америки. У них миллионная аудитория. Тот же Такер Карлсон говорит, что существует вот эта мистическая, скажем так, версия того, куда должно человечество прийти, скажем так, с помощью определенных погонщиков. Это план апокалипсиса, где 4 всадника апокалипсиса, чума, война, значит, голод и смерть должны привести людей к какой-то трансформации и к новому мировому порядку, новому небу и, значит, и новой земле. То есть они в бреду, вот эти фанатики, вот эти вот религиозные безумцы, которые вокруг Трампа водят хороводы. Вы помните, это Пола Уайт, его безумная, это так называемая капеллан Белого дома, фанатичка, истеричка, больная на голову женщина. Эти люди, и тот же Пит Хексет, когда у него спрашивает сенатор, что, как вы считаете, Трамп нормальный, можно ли ему доверять, будет ли он думать об американском народе, когда он будет нажимать на кнопки ядерные. На что он говорит, вы сначала у Байдена спросите, что Байден был ли нормальный, и он не может ответить ей нормально на этот вопрос. А потом он говорит, а вы считаете, что нормально, что 7 октября типа напали на Израиль? То есть, Саша, мы в конечном итоге все равно приходим, что в центре этого всего конфликта мирового, все, что происходит на Украине, все, что происходит на Ближнем Востоке, находится вот эта вот история библейская, которую продвигают христианские сионисты, которые кричат на весь мир, что, значит, мы должны всей американской мощью защищать Израиль, что Израиль, значит, это что-то такое, понимаете, в центре мира, которое должно определять вообще, как дальше жить всему человечеству, и ни один другой народ, кроме еврейского, не имеет права вообще высказать свое отношение к тому, что происходит, потому что это же не люди, а просто какие-то гои. А теперь вернемся из этой всей истории к товарищу Елизарову. Какой этнической группе он принадлежит? Точно к той же, которой принадлежит Зеленский, Миндич, Ермак, братья Шефиры, сам Савик Шустер, значит, ярый поклонник и друг Владимира Зеленского Дмитрий Ильич Гордон, его супруга Олеся Прибацман и, соответственно, товарищ Елизаров. Они поэтому спокойно смотрят на то, что какие-то там народишки жалкие, я не знаю кого, украинцы какие-то, грузины, армяне и прочие иранцы, палестинцы будут просто дохнуть как мухи, потому что они в этом мире не нужны по плану, как говорится, апокалипсиса. Потому что это гои, просто не люди, недочеловеки и животные. О чем они говорят, и их раввины абсолютно открыто, рассказывая, ну, мне не надо повторять, пусть люди поищут, погуглят, посмотрят, где им рассказано, и их раввины говорят своему народу, что только еврей человек, все остальное животные. Не надо перед ними стесняться, можно раздеваться, можно в них плевать, можно им на голову гадить, вообще говорить все, что хочешь, забирать у них деньги, насиловать их детей. Остров Эпштейна этому в подтверждение. Поэтому товарищ Елизаров, он спокойно говорит, что типа, гои, готовьтесь, вас будут убивать ядерным тактическим оружием, но мы не сядем за стол переговоров, мы не будем ни о чем договариваться, потому что у нас стоит план, и мы его выполняем. И мы будем бросаться баллистикой, мы будем ее брать везде, где только можно ее взять, и будем, значит, вам устраивать вот этот ядерный апокалипсис. Потому что эту землю мы купили, она наша, тут лежат наши какие-то там святыни, наши раввины, и вообще, типа, вот мы решили, что надо зачистить эту территорию от народа. Не хотите сами убегать, не хотите сами уезжать, не хотите сами освобождать территорию, не хотите сами ехать в рабство в Германию, Польшу, Америку, Швецию, Грецию. Значит, мы будем вас вытравливать, как говорится, любыми путями, в том числе и ядерным оружием. Поэтому они говорят об этом спокойно. Это религиозные фанатики, Саша. Это сатанисты. Они поклоняются сатане. Вот эти понятия о чести, совести, достоинстве, божественном промысле,
о том, что люди должны жить с Богом в сердце, нести добро, мир, относиться с уважением к другим народам, заботиться о детях, о потомстве, любить землю, потому что те люди, которые минируют землю, они не любят землю. И те люди, которые стимулируют людей к войне и к тому, чтобы они шли и кровь проливали, непонятно за что, чтобы Зеленский, Миндич, Шефиры и прочие Чернышовы себе строили на берегу Днепра красивые дома, такой небольшой поселок, Ну, династия. вы же как, смотрите, тут два момента, один нюанс. Опять-таки, там обвиняют вас в антисемитизме и так далее. Для того, чтобы понять, о ком вы конкретно говорите, нужно посмотреть на вчерашнее событие в Израиле, где правоверные хасиды, это вот эти все в шляпах, которых вы приводите в Израиле, внутри Израиля, провели столкновение с полицией, вошли там в полицейский участок. Они протестуют, что их насильно засовывают в армию. Они протестуют, они вот начинают наказывать уклонистов, там, израильских уклонистов, а они прям выходят и, ну, против этого, и там такие лозунги, такие как бы мысли они толкают, что я лучше умру, чем пойду вот в этот как бы цахал. Да, я буду Тору, они всю жизнь изучают. У них вот такой образ жизни. Поэтому там тоже неспокойно и в этой среде. Поэтому тут, тут наднациональный. Это наднациональный проект. Вот эти вещи, о которых там говорит Такер Карлсон, вот этих вещи, которые там в Америке бурлят и в которых обвиняют Трампа, это наднациональный, это не антисемитизм, это ну вот этот вот сионизм, да, который сейчас как бы пропитан и который вот управляет и как бы загоняет Трампа где-то со своей стороны в стойло. Вот король загоняет в стойло, вот еврейское лобби. Еврейское не потому, что не от слова евреи, а вот от этих людей, да, которые сейчас в верхушках, как бы рулят вот этим, дергают эти ниточки. То есть к людям это не имеет отношения. Людям, которые хотят жить, растить детей, верят, пускай во что угодно верят, но им выкатывают вот такую веру. Это прям очень важно. Умирать никто не хочет, понимаете? Ну, только все почему-то сделают вид, что хотят украинцы. А вот никто не хочет, а украинцы хотят, понимаете? Вот это вот больше всего раздражает. И когда у нас там говорят, вот ты ухилянт, ты не ухилянт, вот это тут Елизаров, прошел войну, выжил, ну, будешь голосовать, так и быть. Нет, 10 лет никаких тебе. Так а как вообще? А что это будет за страна? Понимаете? И тут и Шефер, да, который с Миндичем, Умеров, которые с Миндичем беседуют, о том, как они, ну, им сроки надо давать за то, что они обсуждают с этим фаерпоинтом, с вот этими всеми отмывочными и прачечными, понимаете? Говорят, что это, опять-таки, в общей сложности где-то украли 40 миллиардов, ну, за эти годы войны. Ну, может, врут, может, меньше, может, больше, может, поделились с европейцами, американцами, демократами, может, не поделились, а это только Зеленскому. Там разное фигурирует, как бы, разная механика, но украинец должен умереть. Вот такой посыл. И они говорят, ну, чтобы не так обидно было украинцу умирать, они говорят, русский должен умереть. То есть у нас сейчас война превратилась в то, что мы должны уничтожать личный состав, а свой пополнять. И вот так это все как бы управляется, и никто не может сказать ничего против. Ну вот вообще никто ничего не может сказать против. То если кто-то открывает рот, то это предатель и вражина, и пошел вон. А люди в Украине это все как бы сглатывают и продолжают дальше, ну вот, кориться вот этим ОПГ, которое это год назад. А представьте, что сейчас. То есть это год назад. А вот сейчас с этим ужесточением мобилизации и дальнейшими вещами, ну просто какое-то беспросветное убожество. Вот во что превратили вот эту волю, дух украинцев. Да? Даже хасиды и те готовы протестовать, и те готовы защищать ухилянтов. А у нас, чтобы никто ничего не подумал, нет, вы что, ухилянт — это зло. Ну, смотрите, по поводу антисемитизма. Тут люди, большинство, они настолько боятся вообще эту тему, знаете, трогать, потому что они знают прекрасно, что как только ты хоть слово скажешь, на тебя просто налетят моментально, собьют с ног, обвинят во всех грехах. Ну и, конечно же, особенно после того, как Зеленский под воздействием раввинов, то есть не под воздействием
украинских евреев, не под воздействием, значит, каких-то там военных или кого-то еще, кто находится в Украине, а под воздействием каких-то приезжих раввинов, он, значит, принимает закон, что преследование за антисемитизм повлечет, значит, 8 лет тюремного заключения. То есть, чтобы вообще даже никто рот не открывал в эту тему. И, соответственно, когда я тоже на эту тему говорю, меня обвиняют в том, что я антисемитка. Но давайте вернемся к этой теме, потому что людям нужно понимать, что антисемитизм и иудаизм, сионизм и, соответственно, там ненависть и ксенофобия – это разные вещи, абсолютно разные вещи. Сионисты и иудеи, евреи и те люди, которые предпочитают считать, что Израиль – это какая-то там, значит, прародина всего человечества, ее нужно защищать любыми способами, причем даже не гнушаться там ядерным взрывом и войной. Это вообще разные вещи. Вот как раз вот эти хасиды, которые идут и в Израиле, значит, противостоят государственной машине, которая хочет их всех перемолоть в этой войне, в интересах непонятно кого, кто за этим всем стоит. Это вообще совершенно разные люди. То есть у них вера иудейская, они там совершенно другие, скажем так, исповедуют принципы, а сионисты – это вообще совершенно другая история. Это идеология, агрессивная достаточно, которая, в принципе, спонсируется совершенно другими людьми, которые находятся за пределами Израиля, которые заинтересованы в том, чтобы Израиль там находился как раковая опухоль внутри семитских государств. То есть, когда мы говорим об антисемитизме, это не значит, что только одни евреи семиты. Вообще-то все арабские государства, которые находятся вокруг Израиля, они и есть так те самые семиты. Палестинцы являются теми же самыми семитами. И, в принципе, разница между палестинцами и евреями, она, в принципе, если вот отмотать кинопленку и вернуться в библейские пророчества, она заключается в одном, что те, которые арабы пошли, значит, от первого сына Авраама, которого он родил от рабыни по имени Агарь. А потом, когда его родная жена, которая не могла родить детей, родила ему своего собственного сына, он выгнал рабыню Агарь со своим сыном Исмаилом на верную смерть по просьбе своей супруги Сары. Очень благородный был отец, как говорится. Но благодаря Господу Богу они выжили, и от них пошли вот эти вот арабы, семиты, исмаилиты и, соответственно, мусульмане. Вот это все, как говорится, старший брат, незаконно рожденный, воюет по сей день в лице, значит, вот этих арабских государств семитов с младшим братом, законно рожденным, от которого пошли другие дети Авраама, родного их отца, которых сейчас называют евреями. То есть их внутренние конфликты между семитскими народами, которые происходят на Ближнем Востоке и которые, в принципе, надеваются нам на голову. Причем здесь мы, украинцы, причем здесь мы, русские, причем здесь болгары, венгры, те же поляки, вообще славянские народы. И, между прочим, большинство народностей и народов, которые живут на территории теперешней Германии, они тоже когда-то были славянскими народами, которые потом, посредством того, что их завоевывали земли и привносился вот этот вот западный образ жизни, они трансформировались и превратились во что-то совершенно другое. Но германские народы как таковые, вместе со славянскими народами, вообще у них были другие совершенно эсхатологические истории, у них были другие корни совершенно. Да, они все были там язычниками, они поклонялись совершенно другим каким-то богам и вообще к Аврааму, Саре, Исмаилу, Агарь и всей вот этой библейской истории наши народы теоретически вообще никакого отношения не имеют. Только благодаря тому, что когда Иисус Христос принес вот этот новый закон в Новом Завете и сказал, что каких бы там кровей ни были народы, они должны любить друг друга и любить эту землю и относиться друг к другу с любовью, потому что Бог есть любовь. Вот только после этого у народов появилось общее поле, к которому они должны стремиться для того, чтобы жить в общем счастливом, светлом будущем.
Но вот эти ветхозаветные, которые рассказывают, что нет, Христос, он не был типа нашим мессией, мы ждем Машиаха, нам нужно построить третий храм, для этого мы должны взорвать, значит, вот эту самую мечеть Алякса. А как взорвать Аляксу? Нужно завязать войну, нужно дать Трампу денег, чтобы он сделал Израиле эту самую столицу Иерусалим, хотя Иерусалим это было государство, вернее, была земля и был город, который был центром 3 религий. Но теперь нет, это только наша религия. Вы знаете прекрасно, что паломники христианские, которые приезжают для того, чтобы пройти по пути на Голгофу, по пути Христа, в них идут и плюют. Те же самые хасиды и плюют в кресты, и отрицают Христа. А почему в православной стране, в которой мы с вами живем, закрываются храмы, отжимаются храмы, придумывается какая-то вообще несуществующая церковь, и товарищ, подождите, Саша, а Елизаров рассказывает, куда должны пойти украинцы и за что они должны воевать. Сам Елизаров вообще где воевал, на каких фронтах, покажите. Ну, он же беспилотниками руководил, он там у него, его поэтому и назначили, повышение такое. Смотрите, тут же, понимаете, тоже очень важный момент. Когда людей опустили в войну, вот правда, ну, вы же помните, мы же с вами в Украине там и на телевидении обсуждали эти все моменты. Ну, какого вы? Ну, хорошо, создали вы эту при Порошенко церковь ПЦУ. Ну, хорошо, пускай будет ПЦУ. Ну, дай бог всем там. Правильно, неправильно. Ну, вы хотите раскручивать, медийную делайте. Делайте. Вот эти проповедники тоже, они были очень медийные, да, помните, в Киеве разные там, которые там, и тоже модно же было, модно, люди ходили, все было хорошо, то есть хотите ПЦУ, давайте ПЦУ. Ну так постройте новый храм, скажите, вот новый храм, смотрите, он лучше, чем вот этот УПЦшный. И вот давайте, ну не пошли же не по этому пути, пошли же по пути уничтожения. Сейчас в Лавре непонятно, что происходит тоже в музее, который стал музеем, понимаете, выселяют этих монахов и так далее. То есть почему по этому пути? Почему? Ну сделайте лучше, с нуля постройте и, так сказать, привлеките настоящих патриотов, украинцев, так сказать, туда. Но вы понимаете, в чем проблема? Выходит Ницой и говорит, русский язык – это болезнь. Там, у кого-то в стадии ремиссии, у кого-то там обострение сезонное. Так она же свой диагноз соглашает, Саша. Это же у нее русский язык – это болезнь. И ты так вот сидишь и думаешь, елки-палки, то есть болезнь. То есть да, вот его там залечивают как много. Вот, а это все, а она получается врач. Ну, вот так вот, если, да, вот русский язык – это болезнь, а она вот врач, типа, и пытается тебе там забрасывать тебя всякими таблетками потужности, чтобы все говорили на украинском. Но пленки, блин, на каком языке? Ну, вот пленки, где тырились деньги, где конкретно обсуждаются кассы, где конкретно. То есть о России там ни слова. Ну, то есть там, что Россия там кого-то что-то убьет, там прилетит куда-то ракета, или там один раз было, ой, 2 раза я услышал за эти новые пленки, что типа, ну, первый раз в тот раз, помните, пленки там типа денег жалко на укрытие энергоатома, потому что ракета прилетит, а второй раз там тоже там чего-то прилетит, поэтому это Умеров объяснял, почему там в Киеве не надо строить, почему еще там где-то не надо строить, а вот надо все на запад. Все. То есть они не боятся Россию, говорят по-русски. А людям вот таких докторов языковых, ницоек, как бы продвигают. И все говорят, ну вот да, ты больной человек, надо лечиться от русского языка, изолировать себя и говорить исключительно по-украински. Ну так, а что тогда? Ну, что тогда? Не будет русскоязычных миндичей? И 9 больных придут к одному здоровому и скажут, что ты болен. Ибо их отец дьявол, отец лжи, сказал Иисус Христос. И, соответственно, кто такая Ницой? Чертыха долбаная, понимаешь, которая всегда разжигала ненависть между людьми, и которая сама больная. Это же она про свой диагноз говорит, что у нее русский язык – это болезнь. Она никак не может от нее избавиться, потому что, скорее всего, и думает она по-русски, и говорит она по-русски в реальной жизни. И когда она просыпается в бреду, то, наверное, о том, что у нее что-то болит или чешется, она думает по-русски.
она все никак не может от этой болезни избавиться. Грубо говоря, это аутоагрессия, где человек ради политических дивидендов и коврижек, ради заработка просто вывернула себя наизнанку и пытается точно так же наизнанку вывернуть всех остальных людей. Вообще, вы знаете, Саша, я давно уже говорю, что Украина – это дурдом, понимаете? Концлагерь – это отдельная тема, но и дурдом в том числе, где больные первыми встали, оделись в белые халаты и начали лечить врачей. Что касается церкви, о которой вы говорите, если бы речь шла о том, что мы хотим что-то строить, или мы хотим там получить для какой-то там категории людей определенные преференции и свободы, давайте же им дадим возможность высказывать себя, то, конечно, было бы логично обсуждать это с точки зрения, что зачем вы лезете туда, где вам не рады, постройте свое, вам никто не мешает, и устройте, как говорится, покажите нам класс игры. Но весь же вопрос в том, что церковь – это не там парикмахерская, понимаешь, это не может быть конкуренции из серии «у нас парикмахерская вот такая, а у вас вот всякая, покажите, какие у вас прически, может быть, люди будут к вам ходить». Нет, церковь – это нечто совершенно другое, это духовного порядка вещи. И нельзя создать церковь на ровном месте, потому что церковь считается, она идет как бы от самого Господа Бога, и, соответственно, вот это рукополагание, которое передается от апостолов, и, соответственно, вот эти все внутренние, ну, скажем так, законы и порядок, которые существуют внутри церкви, он не поддается человеческому, скажем так, вот этому купированию, да, или какой-то коррекции, и поэтому им не нужно строить свой храм и своих туда приводить, как говорится, последователей. Им нужно разрушить эту церковь. Поэтому это черти в сутанах, поэтому это вероотступники, это запроданцы, которые идут на то, чтобы разрушать единство людей, потому что церковь – это один из институтов, которые испокон веков существуют. Это как соцсети, это как, понимаете, любой другой общественный институт, который людей объединяет на почве какой-то идеи. И церковь, которая говорит человеку: не убей, не укради, Иисус Христос ради нас пошел на жертву за наши грехи, поэтому не совершай грех, потому что он и твой грех берет на себя, и ты ухудшаешь как бы его положение, потому что это всегда происходит каждое воскресенье, он воскресает, и всегда Иисус Христос воскрес. Это не в прошлом, не в будущем, а всегда, сейчас, каждое мгновение. Поэтому они, вот эти вот, которые кричат про антисемитизм, в Голливуде травили Мела Гибсона за то, что он снял фильм «Страсти Христовы», где он показал страдания Христа, на что он пошел, единородный сын Господа Бога, для того, чтобы вот этих людишек, которые сейчас, эту дуру идиотку Ницой, эту конченую Янину Соколову, идиота Елизарова, который смерть продуцирует и сеет своими беспилотниками, вот этих всех, которые на кнопки собираются ядерные нажимать, вот этих всех карасей, которые говорят, что нам нравится вбивать, мы хотим воевать, вот этих всех, понимаешь, больных людей, и он и их грехи в том числе взял на себя. Поэтому, Саша, вы понимаете, тут есть такое количество слоев, что если не понимать, что есть верх, есть низ, мы находимся где-то посредине этого всего. И каждый отдельно взятый человек, он сам выбирает, во что он верит, а что является для него, ну, отсутствием как бы присутствия. То есть вот для некоторых людей вообще нет войны. Вот для Зеленского нет войны. Для него есть игра в войну, которую он играет, а в это время ему за это платят гонорары. Точнее, у него есть договоренность, что типа я же решаю ваши вопросы, британская корона, вы же мне заказали типа войну с Россией, я же должен изображать вот эту вот бурную деятельность и бросать в топку войны дурачков, которые поверят в потужность и которых забросают этими таблетками пани Ницой и все еже с ними. Соответственно, если я выполняю вашу задачу, значит, я должен на этом зарабатывать. Он так это понимает. И я хочу зарабатывать вот так и так, потому что у вас на кону стоит вся Россия, там триллионы и на будущее, как говорится, поколения вам хватит. Поэтому мне сегодня много не надо. Пару сотен тысяч каких-нибудь миллиардиков
за которые я куплю себе дачку, жвачку, Ленка шторы новые повесит в вашем замке, который мы, значит, отремонтировали. Вот это так, Саша, понимаете, там нету ничего святого. Им плевать на то, что вы услышите, что они говорят на русском языке. То, что они изображают людям, создают искусственную реальность, тут вопрос только в другом. Он сидит и думает, так вы сами виноваты, что вы дураки, что вы верите Ницой, что вы забыли свой родной язык, что вы вырвали памятники, что вы сжигаете книги, что вы не говорите на родном языке, и завтра вы не будете ни 1 мая отмечать, ни День Победы для вас уже не победа, потому что вы сами идиоты. Если вы поверили мне, черту, значит, вы идете за мной за чертом. Я вас веду, как говорится, в ад, а вы туда идете. Вопрос в другом, хочет ли он там сам оказаться. Это, я думаю, нужно будет у него спросить, когда его уже, как говорится, посадят на скамью подсудимых. Но до тех пор, пока он не призван к ответу ни одной силой, которая не нашла в себе мужества для того, чтобы противостоять ему в полной мере. Вот когда его посадят на скамью подсудимых, когда его будут освидетельствовать, насколько он вообще психически здоров, и имел ли он право говорить то, что он говорил, или запускать те или иные процессы, тогда мы узнаем истину. Потому что даже в той же Америке существует, скажем так, механизм от дурака, который защищает государство. И даже в той же Америке великий и ужасный Трамп в Сенате дебатируется, нормальный он вообще, адекватный, может он отдавать приказы, которые повлекут за собой жизнь и смерть американских граждан. И может ли он принимать решение, будет война или нет. А в Украине никто не дебатирует. Да. Все согласны. Все согласны с решениями, да, Зеленского, да. Вот это вот, кстати, очень интересно. Вот продлили военное положение 19-й раз. Ну так как военное ж положение, да, конечно. А начинает, если задаешь вопрос, а чё не война? Ну, то есть, да, которая там, ну вот война. То есть конкретно. И начинают говорить, а что вы, мол, хотите, чтобы все вот это вот старики и дети в тылу там клепали дроны или там снаряды точили в глубоком тылу, а туда подальше отправляли, а все мужики пошли. Ну так если вы 5-й год вот это вот проводите, так давайте, ну что-то, если вы видите, что не получается. Они рассказывают, не, у нас все получается, у нас все хорошо. То есть, куда движется фронт сейчас? Да? Вопрос. Отвоевываем территории? Вопрос. А за что мы умираем? Вопрос. Нет, ответы есть. Кличко на Bloomberg там панели говорит, мы хотели в Европу, а Путин нам сказал, нет, будете Российской империей, поэтому мы к Западу тянулись, поэтому мы воюем, чтобы быть с Западом. Поэтому нам Запад помогает и так далее, и так далее. Ну, отличный, как бы, разжевал, как говорится, для Блумберга. Так, а украинцы так уж прям хотят на Запад. Я сейчас встречаю, ну, куча всяких каких-то таких сообщений, что вот там, да лучше в Украину вернуться, да лучше там как-то вот там по-другому начинают относиться на том же Западе, да, то есть уже долго уже там, да, скажем, нет, есть люди, которые нашли работу, трудоустроились, выучили языки и как бы там пытаются легализоваться и быть, ну, скажем так, нормальным, а вот, ну, там пенсионеров вот этих, или там детей каких-то, да, или там детей с особенными потребностями, ну, уже как-то не очень охотно, да, на 5-м году войны содержат. Более того, это меня поразило просто. Швейцария, говорит, референдум проголосовали, говорит, вот у нас должно быть 11 миллионов, все. И в такие, в смысле, ну вот все. Ну, чтоб не понаехали, понимаете? То есть 11 миллионов швейцарцев должно быть в Швейцарии. Вот такой наш народ. Больше, ну, ограничения, планка. Их там меньше сейчас гораздо, ну, с перспективой роста. То есть не надо нам вот этих всех, понимаете? И как-то уже начинают все немножко думать по себе. Но нас всех пугают войной с Россией какой-то большой, там, украинцев. Ну, украинцев уже не напугали войной, имеется в виду европейцев, поэтому тянут из них деньги. Как вы думаете, вот все-таки Европу что-то вразумит, Европу что-то может так, ну, чтобы она протрезвела, да, ошарашить ушатом воды? Или нас вот тоже в отношении, как Украину ведут по этим рейкам, так вот и Европу ведут на, как бы, заклание повоевать с Россией? Ну, Европу, знаешь, на нее как сядешь, там же с нее и слезешь. Они стоят вообще горой. Кто там будет воевать?
Пока украинцы идиоты воюют, и пока украинцы, как говорится, их можно использовать как дешевую рабочую силу, потому что они побежали и за 3 копейки там решают кучу их вопросов. Вот пока и будет идти эта война. Когда украинцы закончатся, но если они не найдут еще идиотов, но судя по тому, как это происходит, уже идиотов не найдется. Потому что они, видимо, думали, что поляки тоже, украинцы внедрятся в общество, там все это переколошматят, знаешь, вот этим ядом своим покусают всех, и поляки тоже включатся и будут тоже самое делать и бросать своих людей в топку этой войны. Но, похоже, поляки тоже не хотят, дурных нема больше воевать. Только вот эти идиоты нашлись, которые слушали Ницой и которые по-прежнему верят Зеленскому. Я поэтому и говорю, что он черт долбанный. Его сила заключается в том, что он брешет, как дышит. А люди хотят верить сказкам, а не жить в реальности. Это как в басне Крылова «Стрекоза и муравей», понимаешь? «Лето красное пропело, так пойди же попляши» называется. То Да, есть зимой это многие люди... говорят, будем плясать. Ну, украинцы, ужас, что будет зимой. Вот следующий. Эту Саш, пережили, ну следующий нет. смотри, Саш, я тебе говорю, вот мы же сколько уже говорим лет, да, ну то есть беседуем, но как минимум последний год мы вообще активно и постоянно это обсуждаем. Это еще только начало, это начало. Их батагами будут гнать по всему миру за то, что они предали память своих предков, за то, что они поверили долбанному черту, за то, что они детей своих бросили в топку войны, за то, что они поддерживают его и голосуют за него, за то, что они свою память стерли, батагами будут гнать. Это проклятый народ, который не смог защитить ни свой язык, ни свою церковь, ни свою память, ни свою землю. Все, понимаете? Все, Саша, ничего хорошего их не Слушайте, ждет. Егорова, получается, и антисемитка, и еще и антиукраинка. Ну, в смысле, они же украинофобка, да, закон про украинофобию. То есть еще этот народ и этот народ плохой. То есть, ну, а что делать? Ну, вот тоже как-то так интересно. Народ будут гнать, понятно, что там, да, сейчас многие украинцы сравнивают там свое положение, как относятся к русским уехавшим, к украинским уехавшим. Ну, так и по большому счету, давайте тогда определяться. Ну, то есть мы, украинцы, да, надо что-то с этим делать. Ну, как не всех же будут гнать. Это же проклятие, надо как-то ну, от него избавляться. Каким образом? Смотрите, Саша, не нам же вам это обсуждать. На Украине было 3 серьезных, скажем так, этнических группы, которые худо-бедно, но мирно сосуществовали. Українці етнічні, оці українські українці, які ебутся по-украински. Они радостно об этом всем сообщают и книги об этом пишут. Были русские, этнические русские, которые, как говорится, русские земли, Российская империя, Советский Союз и прочее и тому подобное, и которые не отказываются от своего русского языка. И были специальные гусские или специальные украинские, они же космополиты, они же евреи, ашкеназы, я не знаю кого, как хочешь их назови, они под все что угодно может мимикрировать. Они по-русски говорили, но русскими себя не считали, не считают, и, соответственно, в объединении с украинскими украинцами они в 2014 году создали такую группу, такого мутанта, который называется жидобандеровцы. Вот они все это крутят и мутят. Они воюют с Россией, у них болезнь русский язык, они ненавидят Пушкина, Чехова, Достоевского, они меняют вообще программы для обучения в школе детей, они беспилотниками бросаются, они собирают бабки, они строят династию, они грабят народ на крови, они вывозят эти бабки в Швецию, Грецию, Америку, Канаду, Аргентину, они находятся в связке с сионистами, они готовы воевать до последнего украинца, они ходят с украинскими паспортами, и это вот эта основа вот этой украинской политической нации. Это такая же секта, как секта сионистов, как секта вот этих вот христиан,
сионистов, которые кружат голову этому несчастному Трампу, старику, понимаете, и рассказывают о том, что он практически Иисус Христос, и доводят его до безумия. Может быть, старик бы еще нормально пожил бы, но в конечном итоге, по-моему, его правление будет очень большим падением в пропасть всей американской нации, если нормальные люди, адекватные, не попытаются эту ситуацию разрулить в мире. Поэтому, соответственно, я не антиукраинка. И я вообще никакого не испытываю негатива к евреям нормальным, которые там живут, детей своих рожают, верят в своего там Бога и, как говорится, ничего плохого никому не делают. Я против вот этого жидобандеровского, понимаете, сектантского мышления, которые решили, что они какие-то богоизбранные, что их українська мова – це код нації, він в крові. Вот то, что им Фарион, это сумасшедшая, рассказывала, и которые сожрали нашу страну. Вот эту славянскую, православную, украинскую, вот эту вот с песнями «Ой, чий то кінь стоїть», «То сива гривонька», с вот этой Лесей Украинки, Шевченко, с вот этими вот какими-то нормальными, это совсем как бы южная вот часть, понимаешь, южноукраинская, вот это вот православная, где Полесье, где Полтавщина. Вообще-то битва под Полтавой, мы помним, да? Они же даже снесли вообще уже памятник Петру Первому, который выиграл, который шведского короля выгнал, освободил эти народы. Естественно, они Богдана Хмельницкого ненавидят, естественно, Екатерину, которая заселяла эти земли, ненавидит, которая, в принципе, с Потемкиным и Запорожье, и Николаев, и Херсон вообще-то строили, на секундочку. И Николаевские верфи были при русской царице вообще заложены. Я вот против этого всего, потому что мы русские люди. И как бы там ни было, возможно, это и наша болезнь, что мы русские, говорим по-русски, но мы другими быть не можем. И как только ты начинаешь отказываться от своей природы и плевать в лицо своим предкам, дедам и отцам, то, в принципе, как говорится, нужно вспомнить, что Рим предателям не платит. І якщо ти питаєшся зобразити, що ні, ми тепер не росіянці, ми тепер поляки, шведи, греки, хто ти хочеш. А на самом деле, кто ты? Кто ты? Тот, Как? кто Ну как не забывает платит? свою... Ну как не платит? Ну платит же. Ну Нет. смотрите, ну деньги-то идут. Ну чего? Так, Саша, ну, подождите, ну, все кому же идут? хорошо. Ну Саша, как кому идут? Политическим, Зеленскому? политическим украинцам, политической нации, все элитам вот этим, Миндичам, они же там чем-то оперируют и никого не боятся. Поэтому как не платят? Платят, понимаете? Ну вот платят. Так, подождите, они же не украинцы? Они же не украинцы. Они возьмут эти деньги и уедут туда же, откуда эти деньги пришли. Знаешь, это доллар, это как непродаваемый кот. Его сколько не продавай за любые деньги, он все равно вернется, как говорится, к себе домой. Поэтому его можно продавать сколько хочешь. Поэтому эти деньги притекают, потом они здесь собираются в кучку и обратно туда же утекают. Там же покупает Зеленский замок, там же Ахметов покупает свою яхту или квартиру за 550 миллионов, где, в Лондоне или где. Это же все равно туда, как говорится, возвращается. Но только тем временем еще и земля продается, освобождается от населения, вот этого, которое здесь росло, жило, и, как говорится, горя не знало, пока с ума не сошло, и его не свели с ума. И, как говорится, это все возвращается туда. Только все ресурсы теперь в руках у британской короны, только все прииски и, как говорится, что в земле, над землей и прочее в руках у британской короны, и нету никакой Украины, нету никаких украинцев, нету никакого православного, славянского, белого населения, а будет здесь жить непонятно кто, и вообще это будет как бы зона отчуждения, где не будет ни школы, ни садика, ни больницы, ни пісні, ни садка вишневого біля хаты, ни самой хаты. Вот так вот это все будет зачищаться, как вот в этих городах, которые, в принципе, уже там и люди не живут, и городов там нет. Потому что люди забыли свою природу. А что говорить, Рим предателям не платит, так это потому, что надо, опять же, вспомнить библейские истории, которые самые, как говорится, известные всему миру. Иуда получил 30 серебряников, продавая Христа. Но только как они ему потом помогли? Бросил он потом их и сам повесился. Вот украинцы – это иуды, понимаешь, Саша? То, что они поверили своим палачам,
Потому що їм розказали, показали, як ми всі заживемо, та як ми будемо, значить, щасливі пісні співати. Зеленский, черт, вот этот, которых вел, да, этот грех, понимаешь, искушал их, искушал. А они и искусились, и с чертом договор подписали. Договор с чертом, своей собственной кровью они подписали. Он возьмет эти бабки и будет жить спокойно. У него даже ничего не дернется, не дрогнет вообще. Потому что он будет сидеть в своем замке, попивать коктейли пряные и мутить очередную какую-нибудь, где-нибудь войну. И вместе с Миндичем, Шефирами и прочими они будут продавать оружие и будут участвовать в этих схемах военно-промышленного комплекса. Тут же многие заметили, что торговая марка «Зеленский» появилась, тоже не просто так. Ну, то есть имеется в виду, зарегистрировано все, то есть и тут он экспорт разрешил оружие. Ах, трудового человека только плюнули, обидели, растоптали. Это обидно признавать в 1 мая, но тем не менее. Может, все и изменится. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья мои прекрасные, Саша, мир, труд, май. Помните, у кого это в прошивке, тот выживет в эти тяжелые времена. Так будет не всегда. Черт никогда не бывает выше Бога, потому что Бог всесилен, Он все видит. Придумавший око видит все, а придумавший ухо слышит все. Будьте людьми, не отворачивайтесь от Господа Бога, который есть любовь. Любите друг друга, нас не забывайте и будьте счастливы. Добра и света. Увидимся.